Привет! В этом видео я хочу представить топ-9 суперфудов на планете. Сначала поговорим о кейле. Кейл очень горький. А все, что горькое, очень полезно для печени. Оно убирает жир с печени, устраняет застой желчного пузыря, улучшает выработку желчи. В общем, лучше всего начать употреблять больше горьких овощей, а их тут большинство. В кейле очень много витамина С, витамина К, витамина А, но в основном кейл поможет постепенно очистить печень и избавить ее от токсинов. Еще он антиэстрогенный, поэтому если у вас есть излишки эстрогена, кейл поможет восстановить баланс. Кочанная капуста. В ней есть L-глутамин. Это нутриент, который очень полезен для головного мозга. Полезен для сердца, полезен для мышц, помогает при синдроме дырявого кишечника. Капустный сок отлично помогает при язве и при всем, что связано с раздражением кишечника. Кочанная капуста помогает даже при кислотной отрыжке и изжоге. Брюссельская капуста очень похожа на кочанную, у них практически одинаковые свойства. Но в брюссельской капусте интересно то, что у нее нет негативного влияния на щитовидку, потому что иногда крестоцветные овощи могут плохо влиять на щитовидку, ведь они истощают запас йода, но для этого их нужно съесть много. Поэтому я рекомендую вместе с ними есть морскую капусту, и тогда все будет хорошо. Но у брюссельской капусты есть те же плюсы, что и у кочанной капусты, но без влияния на щитовидку. Переходим к редису. В редисе очень много серы, поэтому он очень хорошо чистит печень от токсинов. Особенно редис помогает устранить химикаты и яды. Он помогает детоксикации первой и второй фазы, в которых яд превращается в водорастворимые частицы, которые потом выводятся из тела. Редис помогает от заложенности носа, потому что помогает вычистить слизь из носа. Особенно испанский черный редис. Его можно есть при заложенности пазух. Можно при мокроте, которая никак не может выйти из легких. Он отлично разжижает слизь и мокроту. Дальше, свекла. В свекольной ботве очень много калия, больше, чем в любом другом овоще, но и сама свекла тоже хороша. Почему? Потому что в свекле очень много оксида азота, а оксид азота полезен для повышения эластичности артерий, понижения кровяного давления, повышения тестостерона, нормализации эстрогенов. Это лишь пара ее свойств, но в целом она полезна для печени и желчного пузыря. Дальше спаржа. Спаржа хороша не только клетчаткой, которой питается кишечная флора, но и тем, что она средство от тревоги, хороша для успокоения, помогает от стресса. Очень богата витамином В1. Мне нравится спаржа. Когда я ее ем, я становлюсь очень спокойным, особенно на следующий день. Поэтому я ее рекомендую. Еще она хороший диуретик, выгоняет жидкость из организма, предотвращает камни в почках и делает еще много чего полезного. Чеснок. Про него знают все. Чеснок — это самое действенное противораковое, противовирусное, противомикробное, противогрибковое и противодрожжевое средство. Он просто вычищает вредные микробы из организма. Это хорошая профилактика разных проблем, о которых я не могу здесь говорить, но можете сами поискать. И вообще чеснок хорошо укрепляет иммунитет. Куркума — это мощное противовоспалительное средство. Она полезна для мозга и считается продуктом, замедляющим старение. И, наконец, петрушка. Петрушка — это еще один из моих любимых продуктов. Ее обычно никто не ест, но в ней больше витамина А, чем в кейле. В 3 раза больше витамина С, чем в апельсинах. В ней есть в 2 раза больше железа, чем в шпинате. Это просто супер еда. В ней очень много витамина К. Я бы взял петрушку вместе с кейлом и лимонным соком и сделал бы себе кейл-шейк. Он будет очень горьким, полезным для печени. Итак, это список топ-суперфудов, которые я считаю лучшими на планете. Надеюсь, видео вам понравилось. Используйте эту информацию и начинайте есть эти продукты. До скорых встреч!